Привет, друзья! Знаю, что на моем канале много людей, которые любят смотреть про реставрацию приборов. И вот сегодня будет видео для них. У меня появился радиометр Луч с нелегкой судьбой. Судя по наклейкам на корпусе, он очень долго работал по назначению и испытал на себе все тяготы жизни. А потом его несколько раз продавали из рук в руки. На Авито радиометр лежал больше года, но цена долгое время была неадекватная и никто не хотел его брать. Потом его все же купили, но в процессе доставки повредили и вернули обратно. И мне так жалко стало прибор, что я выкупил его исключительно с целью реставрации, потому как понимаю, что кроме меня никто им заниматься не будет. Ну а прибор, который много лет работал и приносил пользу людям, однозначно заслуживает хорошего отношения. Как видите, выглядит он довольно плохо. Вот эту серьезную вмятину Луч получил при прошлой доставке, из-за чего был возвращен продавцу. Прогнулся не только внешний корпус, но и шасси внутри. И это больше всего меня расстраивает. Состояние краски так себе, много грязи, разные наклейки. Где-то краска облупилась, выдран разъем сетевого питания, стрелка микроамперметра сдвинута от нулевого положения и корректором не регулируется. Ручка переключателя диапазонов не оригинальная, должна быть вот такая. Дно кожуха очень облезло, даже не знаю, как это красить. Кабель со стороны разъема примотан изолентой. Резиновая рукоятка разорвана и тоже замотана изолентой. Есть деформация экрана датчика. Внутри пульта тоже все не очень. Сильно деформировано алюминиевое шасси. Сетевой разъем с проводами, как я уже говорил, отсутствует. Сломана одна из клемм для подключения элементов питания. Присутствует ржавчина на винтах. На алюминиевом шасси следы окислов от потекших батареек. И также окислы в нижнем кожухе. Резинка для крепления элементов питания растянута. И даже не открывая шасси, видно, что вместо штатного триода P3V используется какой-то более поздний транзистор. Ну и как вы уже догадались, ничего в комплекте больше нет. Ни других датчиков, ни ящика, ни запчастей. В общем, страшно даже представить, сколько всего перенес этот Луч за свою рабочую жизнь. Его убивали как могли. Но хорошая новость в том, что Луч работает, и давайте в этом убедимся. Для питания можно воспользоваться литий-ионным аккумулятором. Думаю, с алгоритмом работы с радиометрами вы уже хорошо знакомы. Сначала поворачиваем регулятор питания влево. Затем включаем прибор в режиме батареи. Нужно немного подождать, и после можно настраивать напряжение питания счетчиков. Теперь переключимся в рабочий режим. Слышны щелчки, и при поднесении источника Луч правильно на него реагирует. Это очень хорошо, радиометр исправен, и работать над ним мне будет веселее. Я также хотел проверить работу прибора от сети. Разъем тут выдран, но можно подключиться к клеммам напрямую. Прежде чем это делать, я с помощью мультиметра проверил сопротивление обмоток сетевого трансформатора. И оно оказалось нормальным. Ни обрыва, ни замыкания тут вроде бы нет. Еще в цепи питания находится конденсатор МБГП на 0,25 микрофарада. И он тоже соответствует номиналу. Ну и резистор также в порядке. Других деталей нет, можно запускать. Но, к сожалению, при попытке включения прибор не подает признаков жизни. Я еще раз открыл принципиальную схему и обнаружил, что регулятор режима должен состоять из двух потенциометров. То есть на одной оси должны находиться два переменных резистора. Первый для режима питания от батареи, второй для питания от сети. А в моем луче он только один. А вместо второго потенциометра я обнаружил два обрезанных проводка в изоленте.
Поэтому вопрос сетевого питания будем как-то решать позднее. Для начала я почищу радиометр снаружи, а потом буду постепенно решать проблемы. По итогам чистки такие результаты. Верхняя панель в хорошем состоянии и нуждается лишь в минимальной подкраске. С помощью молотковой эмали и тонкой кисточки я исправлю все повреждения. А вот нижний кожух пострадал очень сильно. На днище краска утрачена на большой площади. На боковых стенках очень много царапин до металла. Есть также потертости и облезшее покрытие. Первоначально я планировал подкрасить все локально кисточкой, но царапины таким способом не устранить. Мне бы очень хотелось сохранить родную краску, но все-таки я склоняюсь к полному перекрашиванию кожуха. Внутренняя часть сильно пострадала от окислов, на дне видны довольно глубокие каверны. В местах сильного воздействия кислоты серебряная краска растворилась. Каверны я зашпатлюю, поскольку это очень просто сделать, а затем окрашу кожух изнутри подходящей эмалью. Но сначала нужно выправить вмятину на корпусе. Для этого я демонтирую переключатель и телефон и буду пробовать выгнуть вмятину обратно. Попробую воспользоваться струбциной и вот такими деревяшками. Ну что, вроде бы все получилось, по крайней мере стало однозначно лучше. Надо еще будет выпрямить шасси, насколько это возможно. В принципе, тут не обязательно все выравнивать идеально, главное, чтобы было не так криво, как сейчас. Я более-менее исправил явные деформации шасси, хотя от идеала далеко. Но сделать лучше тут просто не было возможности без полной разборки, поэтому остановлюсь на этом. Кроме того, я немного почистил окислы и ржавчину. Следующим этапом я покрашу кожух. Сначала зашпатлюю в нужных местах, а затем нанесу эмаль. Внутри буду красить серебряным цветом. Снаружи молотковой эмалью. Вот для сравнения датчик радиометра «Спутник», который я красил ранее, и такой вариант меня более чем устраивает. Выглядит все очень близко к оригиналу.
Пока эмаль сохнет, я решил снять стрелочную головку и посмотреть, в чем проблема. Продавец сказал, что стрелка сместилась после того самого бокового удара по корпусу радиометра. Попробую ее отрегулировать, но на крайний случай у меня есть запасной микроамперметр. В общем, я немного повозился с подгибанием стрелки, и что-то получилось, хотя сама идея не очень хорошая. Однако мы все же можем проверить адекватность показаний, если подключим еще один микроамперметр. И вот смотрите, стрелки работают достаточно синхронно, поэтому ремонт вполне удачный. Да, по-хорошему головку надо заменить, но для моих условных измерений подойдет и такой вариант. Пришло время заняться сетевым питанием. Ко мне приехали сдвоенные потенциометры, и теперь из двух нужно собрать один с необходимыми номиналами. Первый экземпляр состоит из двух модулей на 470 Ом и 1,5 кОм. Нам нужен тот, что снизу, на 470 Ом. А второй состоит из двух частей по 1 мегаому. И брать нужно верхний, который обозначен буквой А, что означает линейную характеристику. К счастью, поменять нужные части местами очень просто. Отгибаем отверткой лепестки. И снимаем потенциометр. То же самое проделываем со вторым. Теперь один вставляем в другой. Загибаем лепестки. И все готово. Осталось только заменить старый потенциометр луча на новый. И, конечно же, необходимо восстановить отсутствующие детали. Берем специальный приборный разъем, припаиваем к нему провода, устанавливаем разъем в корпус, подключаем провода к клеммам. И теперь нужно изготовить сетевой шнур. Для этого нам понадобится советская вилка, обратная часть приборного разъема и кабель. Соберу все за кадром. Теперь момент истины. Первое включение. Надеюсь, ничего не бахнет. Так, питание регулируется. Включаем рабочий режим. Все работает, все работает. Ну, я в этом не сомневался, но все равно приятно. Давайте ненадолго вернемся внутрь пульта. Сломанную клемму я заменил, хотя она особо и не нужна. Что касается нештатного транзистора MP42B, который работает здесь вместо оригинального P3V, то я решил его не менять. Во-первых, он работает исправно. Во-вторых, обладает лучшими характеристиками. В-третьих, у меня нет P3V и нет желания его покупать.
К тому же оба этих транзистора советские, германиевые, так что не имеет смысла лезть туда, где все и так хорошо. Все остальные детали я проверил, они полностью соответствуют номиналам. На этом работу над пультом луча считаю завершенной. Теперь переходим к гильзе. Ободок датчика я выправил, насколько это было возможно, и покрасил серебряной краской. Этот процесс я не снимал, там ничего интересного не было. Осталось убрать изоленту на ручке и на разъеме. У разъема отсутствует резиновый амортизатор кабеля, его придется напечатать. Скорее всего, я также воспользуюсь изолентой, чтобы укрепить кабель, а поверх натяну амортизатор. Но пока мне точные действия непонятны, буду разбираться по ходу дела. Ручка довольно сильно деформирована. Я попробую восстановить ее форму. Ну, если не получится, то на крайний случай у меня есть вариант напечатать резинку на принтере. Мне пришлось немного подрезать накладку, чтобы выровнять, но зато теперь ее можно приклеить на место. Еще я случайно обратил внимание, что у ручки отсутствовала амортизирующая пружина, поэтому я ее установил. Я не спеша разобрал разъем, внутри увидел ужасного качества сборку, которую нужно будет переделать. Все детали разъема пришлось тщательно промыть. Колпачок я окрасил в черный цвет, как и должно быть в оригинале. Отсутствующую резинку напечатал на принтере. Теперь можно надеть все детали на кабель, а провода припаять к своим контактам. Ну и осталось собрать все воедино. Получилось не совсем так, как в оригинале, но уж точно значительно лучше, чем было. Ну а на этом реставрация в целом завершена. Еще кое-какие мелочи я не снимал на видео. Радиометр теперь выглядит хоть и не как новый, но уже не как старый. Функционально все исправно. Я восстановил сетевое питание. Ну и, кстати говоря, с новым потенциометром питание регулируется более плавно. Я убрал всю изоленту с частей гильзы, привел ее в нормальный вид. Головку я починил несколько варварским методом, но еще раз повторю, что в моем случае он допустим. Тем более, что я проверил адекватность ее показаний. Внутри тоже все помыл, почистил, проверил детали на соответствие номиналам. Теперь лучом смело можно пользоваться, реставрацией я доволен. А теперь давайте сделаем небольшой экспресс-обзор радиометра «Луч». Он появился в конце 50-х годов прошлого столетия и производился в течение нескольких лет на хорошо известном нам заводе «Радиоприбор». Назначение радиометра – это количественное и качественное определение гамма и бета излучений и плотности потока бета-частиц. Благодаря двойному питанию, как от батареек, так и от сети, лучом можно было пользоваться и в полевых, и в лабораторных условиях. Корпус радиометра выполнен из алюминия, габариты пульта 222 на 140 на 112 мм, а масса 4 кг. Он имеет элементы влагозащиты и способен работать в широком температурном диапазоне от минус 20 до плюс 50 градусов. В комплекте с прибором поставлялось 4 разных датчика. 2 из них на слюдяных счетчиках SBT7 и SBT9 и 2 на металлических STS5 и STS6. Слюдяные счетчики использовались для работы с мягким бета-излучением, в
то время как счетчики СТС были предназначены для регистрации жесткого бета и гамма излучений. Все счетчики имели набор различных экранов для отсеивания как мягкой, так и жесткой беты. Надо заметить, что радиометр выпускался в двух вариантах. Луч А в комплекте с 4 датчиками и просто луч в комплекте со специальным датчиком для измерения бета-зараженности воздуха, так называемый фильтровентиляционный сигнализатор. И у меня пульт именно от такого сигнализатора, потому что называется просто луч без литеры А. Но они полностью взаимозаменяемы и имеют лишь несущественные отличия в схеме. На верхней панели пульта размещены органы управления прибором. Слева расположен переключатель, с помощью которого включается радиометр в режиме работы от сети, либо от батареи. Здесь же можно выбирать беззвучный режим измерений, либо работу со звуковым сопровождением. Как мы уже знаем, для удобства работы у радиометра луч есть встроенный телефон, который озвучивает зарегистрированные счетчиком импульсы. В левой нижней части корпуса расположен разъем для подключения сетевого питания. Прибор может работать в широком диапазоне напряжений от 100 до 240 вольт. И в боковой части верхней панели находится четырехконтактный разъем для подключения гильзы. Сама гильза точно такая же, как у радиометра разведчик. Она имеет телескопическое устройство для изменения длины штанги, а также шарнирный узел для установки счетчика под нужным углом. Внутри корпуса гильзы размещены некоторые радиодетали. Это два тиратрона ТХ-4Б, несколько резисторов и конденсаторов. В правой части пульта расположен переключатель поддиапазонов и режима настройки питания. У луча 4 рабочих поддиапазона от 0 до 20 импульсов в секунду, до 100, до 500 и до 1000 импульсов в секунду. Шкала прибора отградуирована соответственно в импульсах в секунду от 0 до 10. Для определения значения нужно умножить показания шкалы на установленный коэффициент выбранного поддиапазона. Ниже находится кнопка «Сброс», которая служит для обнуления показаний. И еще ниже расположен регулятор режима питания. Для установки правильного напряжения на счетчике необходимо совместить стрелку со специальной отметкой на шкале у цифры 6. После этого можно переключить прибор в рабочий поддиапазон. Давайте включим первый поддиапазон. Сейчас у нас стрелка колеблется около отметки 3, что соответствует 6 импульсам в секунду. Мы можем повысить мощность излучения, и нам потребуется перейти уже на поддиапазон умножить на 10. По шкале мы определяем плотность потока примерно равной 30 импульсам в секунду. Но сами по себе импульсы ни о чем не говорят, так как зависят от установленного счетчика. Однако в руководстве приведены коэффициенты пересчета в мощность дозы и плотность бета-потока. Я уже говорил, что у моего луча всего один датчик со счетчиком СБТ-7. Однако к прибору подходят и датчики от радиометра разведчик, который у меня есть. Даже более того, датчик со счетчиком СТС-6 у них совершенно одинаковый. Поэтому мы можем подключить этот датчик к лучу. Он имеет съемный экран, что позволяет дифференцировать гамма-излучение от смешанного потока бета-гамма. Интересно, что если мы измерим напряжение питания счетчика при верно настроенном режиме, то вместо привычных нам 400 вольт мы увидим 380. Это не дефект данного экземпляра, а дело в том, что у счетчика СБТ-7 рабочее напряжение составляет 380 вольт, поэтому луч настроен именно на эту величину.
Давайте еще раз откроем корпус прибора и обратим свое внимание на шасси. Сразу появляется мысль, что где-то мы это уже видели. Очень уж характерна вот эта плата с размещенными на ней конденсаторами и резисторами, а рядом с ней селеновый выпрямитель и газовый стабилитрон. И действительно, если сравнить состав компонентов с радиометрами «Спутник» или «Разведчик», то окажется, что схема этих приборов практически одна и та же, лишь с поправкой на дополнительное сетевое питание у луча и небольшое отличие в поддиапазонах. Лично мне очень нравится данная схема, она простая и чрезвычайно ремонтопригодная. Любой радиометр из этой линейки приборов весьма легко диагностировать и чинить. Радиометр «Луч» был крайне удачным по функциональности и надежности. Вот этот экземпляр, который находится у меня в руках, был произведен в 1962 году и отработал более 50 лет. Им пользовались как минимум до 2015 года. Прибор неоднократно ремонтировали, меняли кое-какие детали, но радиометр и не думал уходить на пенсию. Я рад, что этот луч попал ко мне именно в таком состоянии, в котором вы его увидели в начале ролика. Пусть моя реставрация и не идеальна, но мне было приятно привести радиометр в достойный вид, который он стопроцентно заслужил. Спасибо всем за просмотр, увидимся в новых видео.